Всем панкейк, дорогие друзья! Как вы представляете себе современный танк? Похож ли он на те самые первые боевые машины, что были изобретены в начале 20 века? Тяжелые, уязвимые и неповоротливые. Конечно, задачи танков на поле боя не изменились, но сами танки сейчас узнаем. Абрамс – основной боевой танк США. Эта гусеничная машина стоит на вооружении американской армии еще с 1980 года. Ее активно закупают другие страны, например, Польша, Египет, Австралия. Самой эффективной в бою оказалась последняя модернизированная версия танка, созданная в 2021 году. Она изготовлена по последнему слову техники и оснащена передовыми разработками в этой области, например, специальным электронным оборудованием. На танке стоит компьютеризированная бортовая аппаратура с радиосвязью и навигацией Navstar GPS, комплекс активной защиты Трофи, способный сбивать противотанковые ракеты, а также лазерный дальномер и прицелы с тепловизорами, созданные для того, чтобы видеть четкое изображение цели на больших дистанциях, более 5 километров. Танк Абрамс стреляет тяжелыми снарядами с пробиваемостью в 800 мм стальной брони и мощными двигателями, позволяющими развивать скорость до 66 км в час. Абрамс также славится своей прочной многослойной броней. Бронированы практически все стороны танка – лоб, башня, стены. Отдельно стоит отметить усиленное бронирование днища, защищающее от мин. Однако именно эта модель и делает танк уязвимым. Масса танка в полном обвесе с комплектами активной защиты и бортовыми экранами достигает целых 73 тонны. Абрамс часто застревает в европейских грунтах и почве. Кроме того, броня танка для прочности имеет урановый наполнитель, одна из особенностей которого заключается в том, что при повреждении брони выделяется много чрезвычайно ядовитой урановой пыли. Долго дышать без противогаза рядом с поврежденной машиной опасно. Леопард разрабатывается немецкой компанией Krauss-Maffei Wegmann и считается одним из самых массовых танков армии НАТО. В целом Леопард схож по характеристикам с американской машиной, обладает мощным дизельным мотором, позволяющим развивать скорость до 72 км в час, комплексом активной защиты Трофи, современным тепловизором, лазерным прицелом-дальномером и цифровой радиосвязью. Этот танк славится своей модернизированной гладкоствольной 120 мм пушкой с боекомплектом 42 снаряда, отличается скоростью ОБПС и удлиненным стволом пушки с 44 до 55 калибров. Иначе говоря, Леопард-2 гораздо серьезнее вооружен, чем Абрамс. В целом, недостатки предыдущего танка все еще актуальны и для этого. Он достаточно уязвим в бою ввиду своего крупного размера 9,6 на 3,7 на 2,78 метра и слабой защиты в башне пушки. В любой момент Леопард может оказаться без своего основного боевого средства. Хорошие боевые машины производят не только в Америке и Германии. Т-90 – мощная бронемашина российского производства. Этот танк можно назвать прямым соперником Абрамсов. Основными достоинствами модели являются усовершенствованный боевой башенный модуль со 125 мм пушкой повышенной точности, многослойное бронирование, относительно малый вес, всего 46,5 тонн и мощный двигатель, который позволяет машине развивать скорость до 70 км в час. Грамотно спроектированный мотор и подвеска позволяют этой бронированной технике творить настоящие чудеса. Ведь Т-90 способен буквально взлетать в воздух, наезжая на небольшие трамплины. Здесь стоит инновационная уникальная защита под названием «Штора-1», которая позволяет Т-90 противостоять ракетам с лазерным наведением. Принцип ее работы довольно прост. Как только бронетехника фиксирует на своем корпусе лучи лазера, танк автоматически выстреливает специальные гранаты, которые буквально окутывают его аэрозольным облаком. Как результат, луч теряет цель, а сам танк попросту исчезает в дымовой завесе. Отдельно стоит выделить систему динамической защиты «Контакт-5». Она включает в себя специальные металлические коробки со взрывчатым веществом, которые располагаются на броне Т-90. Так, при достижении вражеским снарядом корпуса танка происходит детонация взрывчатки. При этом сам корпус остается без повреждений. Данная модель стоит на вооружении у многих стран – России, Азербайджана, Индии, Алжира и других.
Китайские компании также преуспели в разработке современного вооружения. Разработка танка тип 99 была нацелена на противостояние с ранее упомянутым Абрамсом, и по некоторым техническим аспектам китайская боевая машина копирует или приближенно повторяет технические аспекты американской. Основное вооружение танка — пушка 125 мм калибра. Это достаточно мощное оружие. Меткость стрельбы достигается за счет применения лазерного дальномера, датчика ветра, баллистического вычислителя, а также теплового кожуха ствола. А двойная стабилизация оси обеспечивает эффективную стрельбу на ходу. Тип 99 может передвигаться со скоростью до 80 км в час, поскольку у него довольно мощный дизельный двигатель и относительно низкая боевая масса — 54 тонны. Впервые эта машина была продемонстрирована в 1999 году, но с тех пор вышло не менее 5 модификаций. У танка появилась система активной защиты — ракетная динамическая защита. Она использует мощные лазерные установки для нападения на оптику противника. Система предупреждает, что танк подсвечен вражеским лазерным оружием, и башня машины сразу поворачивается в сторону противника. Уровень мощности лазера выводит из строя все оптические приборы противника и зачастую сильно повреждает зрение вражеского наводчика. В последней версии китайской машины появилась боевая информационно-управляющая система, комплекс активной защиты с радаром миллиметрового диапазона и система управлением движения. Японская компания с 2010 года выпускает танки последнего поколения под названием ТКХ или Тип 10. Эта боевая машина одна из самых высокотехнологичных в мире. Для японской островной местности и обилия мостов был специально разработан легкий, но мощный танк. Его вес всего 40 тонн, а боевая сила при этом не уступает всем ранее перечисленным машинам. 120-мм гладкоствольная пушка. Пушку не нужно заряжать вручную, машина имеет автомат заряжения. И поскольку танк относительно легкий, это дает возможность для активного маневрирования на поле боя. Тип 10 двигается назад с той же скоростью, что и вперед. Можно предположить, что танк слабо защищен, но это не совсем так. Специально для этой машины японские ученые разработали уникальный сплав, который уменьшил вес бронированных конструкций, но практически не повлиял на защитные свойства. Кроме того, танк оснащен передовым электронным оборудованием, системой связи C4I. Вся информация, полученная танками, передается в общую сеть сил самообороны. Одна машина, нашедшая врага, может быстро передать данные другим и моментально получить указания от командира. Кроме того, каждая военная единица, включенная в эту общую сеть, имеет свой статус и характеристики: запас топлива и боеприпасов, состояние машины. По периметру башни тип 10 находятся группы датчиков и камер, составляющие систему обнаружения угрозы. Они фиксируют источники тепла, а также вражеские лазеры систем наведения ракет. Все это позволяет вести автоматический поиск противника и определять степень его опасности. Компьютер по силуэту пытается распознать военную технику и определить уровень угрозы. Система прицеливания дает подсказку по уязвимым местам вражеской бронетехники, и если, по мнению компьютера, техника не была уничтожена первым снарядом, то появляется рекомендация произвести повторный выстрел. Но стоит отметить, что этот танк создан для обороны японских островов и до сих пор ни в каких локальных конфликтах не участвовал. Эта высокотехнологичная машина не изготавливается для экспорта и все еще не была опробована в настоящем бою. Многие военные специалисты убеждены, что альтернативы танкам нет и не будет еще много лет. Компании всего мира активно пытаются создать самый совершенный, самый легкий, быстрый, мощный и прочный танк в мире. Если вам интересно узнать, какие идеи выдвигаются на этот счет, то обязательно продолжайте просмотр нашего видео, а также поддержите нас своим лайком. А мы продолжаем и желаем вам приятного просмотра. Огневая мощь танков будущего представляется различными вариантами. Некоторые специалисты считают, что развитие основного огнестрельного орудия танка будет идти в направлении дальнейшего увеличения калибра. Наиболее вероятным основным вооружением танков нового поколения специалисты считают 140-мм пушку. Могущество такого орудия возрастает, однако обратная сторона такого роста — почти двукратное уменьшение боекомплекта танка. Тот же недостаток справедлив и для 152-мм
самой вынесенной из башни пушки, о которой идут разговоры на военных форумах. Кроме обычного порохового оружия, перспективным видом артиллерии может стать электромагнитная или рельсовая пушка, принадлежащая и так называемому кинетическому оружию. Принцип действия этого устройства довольно прост. Оно состоит из двух рельсов, в которых имеются электрически заряженные элементы. Специальная пневматическая пушка выстреливает между рельсами снаряды, которые сделаны из пластика или другого непроводящего электрический ток материала. В задней части снаряда находится алюминиевая юбка, которая последовательно замыкает контакты между рельсами, и через нее начинает течь ток большой силы. Прохождение электрического тока в магнитном поле вызывает силу Лоренца, которая разгоняет метаемый снаряд до огромной скорости 4-5 тысяч метров в секунду, что значительно превосходит имеющиеся сейчас варианты. Кроме того, огромная кинетическая энергия снаряда придает ему высочайшую разрушительную мощь даже без использования взрывчатых веществ. Эта деталь позволяет нам говорить о снижении массы и калибра снарядов, а значит и об уменьшении места в машине на их хранение. Пока что рельсовые пушки не вышли за пределы испытательных полигонов, а те образцы, что создаются, по своим массогабаритным характеристикам подойдут скорее для установки на боевые корабли, поэтому установка электромагнитных орудий на танки представляется делом отдаленного будущего. Некоторые боевые машины все еще заряжаются специально обученным человеком. Представляется, что абсолютно все танки будущего будут проектироваться только с системой автоматического заряжения. Сейчас она активно совершенствуется, чтобы занимать меньше места в машине без снижения эффективности. Но даже самое совершенное танковое оружие в современных условиях мало чего стоит без системы управления огнем. Сейчас основными направлениями повышения эффективности таких систем являются быстрое обнаружение цели, сокращение времени выполнения огневой задачи и улучшение опознавания свой-чужой во избежание дружеского огня. Необходимым элементом современных систем управления огнем являются тепловизоры, а также лазерные дальномеры. В перспективе танковые системы управления огнем планируется оснастить искусственным интеллектом, обеспечивающим автоматическое обнаружение и селекцию целей, определение наиболее опасных из них. Подобные технологии уже применяются в некоторых современных танках, например, в ранее упомянутом японском, но даже этой системе предстоит модернизация. Но создание более мощных и разнообразных по принципам действия противотанковых средств, увеличение мощности и калибра снарядов заставляет конструкторов уделять значительное внимание повышению броневой защиты и живучести танка. На броню современного танка в среднем приходится около 50% его веса. Это влияет на подвижность и маневренность машины. Поэтому специалисты задумались об открытии новых сплавов для создания броневого материала. Существуют различные методики в этой области. Британская Super Bayonet посредством изотермической закалки. Методика предполагает последовательное нагревание и охлаждение металла для устранения микротрещин. Также привлекает внимание ученых химико-термическая обработка под названием азотирование. Насыщение поверхностного слоя металла азотом с последующим образованием нитридов значительно увеличивает твердость поверхности и, как следствие, повышает уровень защиты бронелиста. Этот метод позволяет уменьшить толщину брони. В некоторых случаях также применяется керамическая, такая же прочная, но более легкая броня. Ее недостаток заключается лишь в том, что под действием снаряда она растрескивается и теряет большую часть своих защитных свойств, в отличие от стали, которая просто вдавливается. Поэтому в настоящее время керамика может использоваться как элемент многослойной брони обязательно в сочетании с другими материалами. Самым необычным и перспективным типом брони на сегодняшний день является электромагнитная защита. Концепция электромагнитного бронирования подразумевает подключение двух металлических листов к конденсаторной системе. Между листами находится полимерный или керамический изолятор. Попав в такую бронепреграду, снаряд замыкает электрическую цепь и изменяет траекторию движения из-за воздействующих на него электромагнитных сил. Кроме того, при определенной мощности подаваемого на пластины тока снаряд может попросту разрушиться. Возможности электромагнитной брони выглядят заманчиво, но главная проблема при ее внедрении та же, что и в случае с электромагнитной пушкой – источник энергии. В настоящее время ни один танк не способен обеспечить работу электромагнитной брони.
Повышение эффективности боевого применения танков происходит не только за счет улучшения боевых характеристик отдельных танков, но и командного взаимодействия, ведь танк выполняет боевую задачу не самостоятельно, а как часть более сложных систем. Такая характеристика, как командная управляемость, появилась недавно. Она характеризует возможность экипажа принимать и передавать информацию, необходимую для выполнения боевой задачи. Для этого танки будущего должны быть оснащены боевыми информационно-управляющими системами, интегрированными с автоматизированными системами управления войск. Совершенным прототипом будущего можно назвать полностью роботизированную машину. Наличие на танке информационно-управляющих систем, а также искусственного интеллекта позволяет превратить его в дистанционно управляемую технику. Разработка безэкипажного танка позволяет сократить его массу, но при этом появляется новый класс военной техники, требующий специальных машин управления, внедрения системы транспортировки, структуры управления и эксплуатации таких танков. Современные компании проводят весьма интенсивные работы по дальнейшему развитию танков. Все чаще страны задумываются о создании абсолютно новых машин, но процесс этот очень дорогой, поэтому популярна именно модернизация старых образцов. Танки 21 века во многом отличаются от своих первых прототипов, но им еще предстоит долгий путь улучшений. Если вы знаете, какие еще существуют идеи и концепции по поводу танка будущего, поделитесь ими в комментариях, а также не жалейте лайка, если понравилось видео. Спасибо за просмотр. До следующего интересного выпуска.